Увидела я, уважаемые, сработку на один из кружков. Сейчас придем на место. Как приедем на место, включимся и я все покажу. Вот она, кашка появляется, не промешанная. Ребята, я делаю это первый раз, ребятушки мои. Первый раз в своей жизни я буду ловить на кружке, и тем более карп. Я понимаю, что это не совсем спортивный метод ловли, но мне просто интересно. Сейчас я вам непосредственно покажу то, на что я собираюсь там ловить. Это кружки моего отца. Сделаны они из пенопласта. В интернете я посмотрела, что типа они не должны быть яркого цвета, их лучше перекрасить. Значит, я знаю, что плавать в воде, пока не осуществится поклевка, они будут вот этой вот стороной, поэтому я взяла и тупо, понимая, что как бы я буду это просто пробовать первый раз, чтобы ничего на это не тратить, никуда не идти, я решила просто покрасить сам кружок в черный цвет. Взяла обычный фломастер и закрасила его черным цветом. Следующее, что я сделала, это я изменила монтаж. Эти кружки вообще предназначены для ловли щуки. Поставила на леску оливку. По-моему, это у меня здесь она где-то грамм 20 либо 15 весит. 2 секундочки. Это 15-граммовая оливка. После чего на леску поставила ограничитель. Ограничитель нужен для того, чтобы мне определить, можно так сказать, на какой глубине будет находиться мой грузик относительно моего крючка. Следующее, что я сделала, вот на такой вертлюжок посадила лесочку, прицепила к этому всему делу карабинчик и на карабинчик посадила заказанный когда-то в свое время с Алиэкспресса вот такой вот волос. Вот он у меня такой, сантиметров 20. Может быть, что-то неправильно. Еще раз повторю, что буду ловить на это дело все в первый раз. Ставить на волосочек на свой буду я 4 кукурузки. Эхолот просто-напросто поет. Я знаю, почему он поет. Потому что мы сейчас проплываем в месте, в которое я забросила прикормку. Мы плывем на место, куда я хочу установить кружок. И устанавливать мы его, ребятки, будем под такой кустик на глубину 1,5 метра. Да, здесь под берегом, ребята, 1,5 метра. Это серьезно. Это хорошая глубина. Сейчас мы это дело все прикормим. Вот так вот. Смотрите. Оп. Оп. Вокруг кружочка нашего. Я вам могу честно сказать, я, допустим, посмотрела только, как они делаются, я не знаю, как они устанавливаются, поэтому я буду делать это все на инстинктивном уровне. О, ребята, здесь дофига рыбы, сейчас мы здесь поставимся. Здесь вот много рыбы. На второй кружочек я поставлю попапы, тути-фрути, вот такие вот трапы. Пахнет отменно. И вторые ванильные пуфы тоже. Пахнут тоже от миниша. Один оранжевого цвета попапчик, второй желтенького цвета. Второй кружок такой устанавливаю, но уже более-менее понимаю, что мне нужно делать. Значит, делаем это вот так, вот так, вот так и вот так. О, как красиво он стал. Посмотрите. Ну и, естественно, мы прям сюда забрасываем нашу прикормку. Итак, третий кружок готовится к установке. Здесь у меня не волос. Здесь поводок я делала сама. Делала сейчас вам покажу из чего. Делала из вот такого вот специального поводочного материала. Продается он в мотках по 20 метров. 35 ЛБ, у него выносливость, называется Carp Spirit Chameleon. Такое впечатление, как будто это просто обычная плетенка, покрытая каким-то резиновым материалом. Получилось вот он у меня вот такое вот.
разноцветный. Боже, рыба здесь фигачит. Ну и, ребята, сюда я хочу поставить горох. Один прошел горошек. В надежде на то, что найдем еще такой же. Оп. Просто я, на самом деле, еще ни разу горох не запаривала. Варила его, наверное, минут, ну, может быть, 40. Вот, вторая горошинка пошла, залезла. Ну, всякое бывает в жизни. Это всего лишь первый опыт. Это, я считаю, что кто не ошибается, тот никогда не приходит никакой истине. Вот, а я к истине... Что там такое происходит вообще? Что там? Под нами куча рыбы, походу, да? Что там? Крупняк? Что там? Мы будем ловить на горох. Так, уважаемые, значит, 5-й кружок установлен. Поставили в том районе, где в прошлый раз ловили на удочке. Рыба везде есть, рыба везде ходит. Вот, везде каждую точку по чуть-чуть закормили своей прикормкой. Придем на берег и будем ждать. Значит, последний кружок установили вот здесь, вот в этой вот заводе, вот в этом вот месте. Слушайте, холод постоянно дринкает, постоянно звенит. Пока все кружки, как ни странно, молчат. Нужно брать бинокль и смотреть. Бинокль, что я уже один кружок не вижу, который левее. Друзья, кажется, что пока мы устанавливали все кружки, один перевернулся, но он стоит на месте. Я думаю, что рыбы нет. Я думаю, что это, скорее всего, холостая у нас пошла сработать. Сейчас посмотрим. Просто, может быть, и была сработка, но да, у нас, смотрите, объела крючок. Нет, сработка была, обожала! У меня стоял горох, я сейчас специально поставлю кукурузу. Почему? Потому что при установке на один из волосов она уже сработала. И везде у меня сейчас установлено все, ну кроме кукурузы. Ну а если она здесь работает, почему бы не половить на нее, не побаловаться? У нас была одна сработка. Вон кружочек. Сзади, ну ничего не разматывает, наверное, там рыбы нет, я сомневаюсь, потому что здесь рыба очень такая юркая, подвижная, видать, схватился и побежал 100%. Угу. Видите, поклевочка была. Обожрала кукурузу. Где груз? Груза нет здорового. Где делся груз? Я не понимаю, по какой причине уже которая поклевка здесь, и рыба срывается, ну не засекается, так еще и груз стырила. Ну, нормально вообще? Груз стырила. Что за дела?
Пока наш эксперимент с кружками проваливается, рыба клюет, но рыба не засекается, и мы решили немножко сделать по-другому. Давайте посмотрим, засечется ли в этот раз рыба, если установить кормушечку обычно на кружочек. Что, отправляем наш очередной снаряд. Оп. Вообще просто не глубоко. На войне, так сказать, все средства хороши, поэтому сейчас поставим не только кукурузу, поставим червячка, такого жменьку. Все это вот так вот чик-чик обработаем и опустим. Наверное, может выплеснуть у нас рыба рядом. Ничего нет. Ребята, оказалось-то, не на кружки, не на боковую мормышку, на боковой этот кивок не так легко ловить, как может показаться со стороны. И если вы думаете, что так ловили наши деды, и типа ничего в этом такого нет, это не значит, что это так легко. Возьмите и попробуйте словить хоть одного карпа на вот такой вот кружочек. Я на вас посмотрю. У нас сработал кружочек, сработал. Сейчас пойдем проверим, что-нибудь или нет. Обожаю. У нас сработочка. Мы сделали новый. Есть рыбка. Есть рыбка. Есть рыбка. Есть рыбка. Карась. Ты мой красавец. Смотрите, какая красота. Посмотрите, какая красота. Методом проб
и ошибок наконец-таки удалось найти рабочий вариант для снасти, чтобы рыба наконец-таки смогла засечься. И наконец-то он засекся. Значит, петля идет с кружка на карабине. Здесь висит, собственно, весь сам монтаж. Вот здесь вот по вот этой вот леске ходит кормушка, арбуз. Сначала идет, получается, петля, за которой подвешивается на карабин. Следующий идет ограничитель, чтобы не бил по узлу кормушкой. Следующий идет после кормушки ограничитель. И дальше идет вот такой вертлюжок, на который приделан вот такой вот длинный поводок. Поводок где-то сантиметров 40 длиной. С крючком. Здесь использовали овнер. Насадили, получается, сюда целую горстку червяка и, наконец-то, карасик. Вот такая рыбалка с победами и поражениями у меня получилась еще в прошлом году. Я уверена, что в этом году я попробую снова такую ловлю, попробую ловить, как ловили наши деды, и у меня обязательно что-нибудь получится. Спасибо, что вы смотрите мой канал, обязательно на него подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно следите за обновлениями рыбачки из Беларуси. Всем пока, ни хвоста, ни чешуи.